Вот может вот ты так, я так. И как бы наверх это кольцо. Всем привет! Сегодня мы будем изучать вот такую штуку, которая называется воздушный стартер. Это промежуточное звено между маленьким и большим реактивным двигателем. Если, например, на самолете много больших двигателей, 4, например, можно установить одну вспомогательную установку, которая один раз запускается, к примеру, а на каждом движке имеется по вот такой штуковине, которая силу воздуха преобразует в крутящий момент. Это как раз таки такая штука, и она имеет мощность около 30 лошадиных сил. Обороты точно не помню, какие вот здесь на турбине. Ну, по-моему, что-то около 50 тысяч оборотов в минуту. А внутри планетарный редуктор. Вот, собственно, сегодня мы и посмотрим, как это выглядит. Контент будет крайне уникальным, потому что информация по таким устройствам стремится к нулю в интернете. И да, еще из интересного, воздушные стартеры стоят не только на газотурбинных самолетных двигателях, но еще устанавливают, например, на грузовики, чтобы можно было с помощью воздуха уверенно и быстро, и, что самое главное, очень часто запускать движок дизельный огромной мощности. Например, американцы очень любят такие воздушные стартеры. Компрессор постоянно качает, аккумулирует энергию в ресиверах, а потом стоит только раз и открывается клапан, запускается двигатель. Все. Опытным путем я установил, что здесь редуктор 1:17. То есть подаваемый воздух вот сюда. При открытии клапана раскручивает крыльчатку. Крыльчатка, например, раскручивается до 50 тысяч оборотов. А на выходе мы имеем оборотики в 17 раз меньше. Но зато в 17 раз больше крутящий момент. Здесь, как видите, установлена часть храповой муфты, необходимой для зацепления с основным двигателем. Но все-таки удивительно, какая маленькая вещь. Вообще миниатюрная. Вот я ее одной рукой поднимаю, и это аж целых 30 лошадей. Было бы безграничное количество сжатого воздуха, можно было бы ездить на таких моторах. Ну что ж, давайте вскроем его и посмотрим на конструкцию. Больше всего интересно посмотреть на устройство планетарного редуктора. Все-таки не каждый день разбираешь такие высокооборотистые вещи. Я уже разбирал, правда, большего размера, но этот маленький. Я надеюсь, вам будет интересно. Ну, а мне это еще будет и полезно. Потому что хочу долезть до управляющих агрегатов, чтобы понять, за какие соленоиды здесь дергать. Здесь их аж целых 2, по-моему. 2 соленоида и еще какие-то контакты есть. Ну, в общем, чтобы понять, за какие ниточки дергать, чтобы можно было запустить огромный двигатель АИ-25. Именно этот двигатель запускает такой воздушный стартер. Естественно, разборочка будет щадящая. Подшипниковый узел я затрагивать не буду, естественно. В этом корпусе, получается, вообще нет никаких вращающихся деталей. Только лишь сопловой аппарат. Все. Ну и, естественно, клапан какой-то. А все вращающиеся детали, они установлены вот в этом корпусе. Все здесь. Довольно-таки компактная вещь получается. Вот это необычная турбина, это малорасходная турбина. Она призвана максимально полно перерабатывать энергию сжатого газа. То есть, если обычная турбина, она у нас часть газа пропускает, преобразуя потом в дальнейшем это дело в реактивную тягу, то это максимально полно должна перерабатывать всю энергию воздуха. Естественно, что-то вылетает, не все расходуется в дело, но, тем не менее, конструкторы борются за то, чтобы это максимально полно делалось. Сейчас я вам покажу, как выглядит малорасходная турбина и в чем ее разница с обычной турбиной. Вот, видите, какие лопатки. Это малорасходная турбина. Она титановая. Я, кстати, грешным делом хотел с нее сделать турбовальный двигатель. Но титан нельзя сильно раскалять. Она у меня раскалялась до красна, благо ничего с ней не случилось. Но больше я так делать не буду. То был такой довольно-таки провальный проект изначально.
И проявилась малорасходность у нее. Я дул в такую огромную, казалось бы, турбину маленьким авиамодельным двигателем, представьте, вот примерно таким, но чуть побольше. И его производительность была гораздо больше, чем могла переварить эта турбина. То есть движок этот задыхался. Ну и вот, собственно, посмотрите, как выглядит турбина для создания тяги. Видите, лопатки тоненькие. Выход очень большой воздуха, то есть, грубо говоря, тут под 50 градусов стоят. Лопатки немножко закручены, профиль такой неярко выраженный. Здесь же все совсем по-другому. Бывает еще канал вот этот меньше. Тогда еще менее расходная турбина. То есть, грубо говоря, мы в нее дуем, и она прям хорошо-хорошо преобразует в механическую энергию сжатый газ. И все крутится, все вращается. Зазорчик довольно-таки большой. За огромный КПД здесь никто особо не боролся, хотя она здесь не расширяется. Вот это, мне кажется, ограничитель оборотов. При достижении максимально возможных оборотов выходит шток и давит вот сюда, на контакт. Вследствие чего он замыкается и, естественно, где-то там сигнализирует в самолете, что контакты замкнулись, либо отключается вся система, чтобы не превзойти по оборотам, либо просто индикация. Вот здесь как раз-таки где-то должен быть выход этих контактов. Скорее всего, вот здесь. Понадобится 4 руки. Вот может вот ты так, я так. И как бы наверх это кольцо. Его надо утопить. Вот, и теперь я. И как бы вверх оно все это дело должно выстрелить. Не-не-не-не-не, ты утапливай кольцо. О! Тихо. Очень непросто уже нынче все это дело. О, она еще и на пружине. Вот как-то так, друзья. Видите уже какие технологии на канале. Надо в 4 руки разбирать, не меньше. Так, это мы откладываем и смотрим. Ну, собственно, вот такая система крепления. Зажимается кольцо, вставляется туда, а там оно в канавке распирается. И все. Шлицы такие довольно-таки серьезные, как на полуоси на автомобиле. И диаметр примерно такой же, и зубчики примерно такие же. Мощные довольно-таки. Красивые авиационные детали. Там вон еще внутри какое-то кольцо есть, но то не нужно вытаскивать, то, видимо, ограничитель. Судя по чертежу, мы можем разобрать корпус, и он вот так вверх снимется по сальнику. Не знаю, до чего мы доберемся, до чего-то точно докопаемся. Давайте смотреть, ребят. И еще дико интересно, как там со смазкой, ибо, как вы можете заметить, она туда не подается. То есть там все внутри. Будем колоть, по-другому никак. Похоже, сидит на герметике. Оп, вот и все. Что-то упало. Это болты. Оп. О, да. Вот это роскошь. Вот это я и ожидал увидеть. Слышно, что турбинка там довольно-таки быстро вращается. Итак, как же он работает? Почему получается столь высокое передаточное число? И вообще, почему делают именно планетарные редуктора в таких высокооборотистых делах? Да и вообще, в чем плюс планетарного редуктора? Ну что ж, начнем сначала. Солнечная шестерня, она находится посередине, вон там где-то глубоко. Соединена с турбинкой. Чтобы можно было безболезненно от турбины передать довольно-таки большой крутящий момент, используются сразу 3 шестерни, которые называются сателлитами. И так как у нас сразу 3 сателлита, то одна маленькая шестереночка работает одновременно 3 зубами, а не одним, как в обычном редукторе. Из-за этого, можно сказать, сразу в 3 раза больше мощность. Либо можно в 3 раза меньше шестереночки использовать. Либо можно не 3 поставить, можно 5 поставить, 6 поставить, да хоть 10. Смотря насколько вам позволяют габариты редуктора. И так как они расположены по кругу, то нет никакого отжима в какую-либо сторону. То есть нагрузка идет равномерно. Это очень хорошо на больших оборотах.
Солнечная шестерня раскручивает сателлиты по большому радиусу. Если придержать корону, можно заметить, как оно работает. Идет вращение. Вал основной соединен с водилом. Ну а большое передаточное число получается. Здесь оно 1 к 17. Благодаря тому, что Солнце с маленькой шестерни передает на большую. А большая, она не идет по внутреннему венцу, а передает на маленькую, опять же, шестерню, которая идет по внутреннему венцу. И мы получаем сразу 1 к 17. Ну, вот как-то так, друзья. Вот это вот, кстати, это шлицы. Они вступают в зацепление со шлицами на крышке. То есть вот эта часть, она неподвижная. Ну что ж, дальше я этот узел разбирать не буду. Мне здесь все нравится, маслице на месте. Здесь нужно обезжирить, намазать герметиком и собрать все обратно. Ну а мы должны еще выяснить, как же все-таки работает автоматика. Автоматика у нас расположена вот здесь, и сейчас мы будем разбирать именно этот узел. Разбирать и все подписывать. Снял один соленоид. Здесь осталась какая-то пружинка и какая-то игла. Возможно, она затыкает какой-то канал. Да невозможно, а скорее всего. Работает соленоид следующим образом. Имеется штыречек, подключаем напругу, оп, он выскочил. Ну, он пружинкой назад возвращается. Кстати, он очень мощный. Интересно, смогу ли я его надавить? Ну, смогу, но килограмм, наверное, 10-15 надо. Так что снятие этого соленоида мало что дало. Нужно снять сам клапан, да и посмотреть. Кстати, я вот тут пометил уже два провода, которые показывают максимальные обороты. Используется из 4 контактов только 2. Решил выточить кое-какую приблуду, ибо, боюсь, без нее не справлюсь. Что-то как-то тяжело подается расшифровки вот этот вот весь механизм. Я его уже снял, но пока так и не понял, как сие работает. Поэтому будем наживую, так сказать, поддавать давление всеми возможными способами через вот этот переходник и добиваться результата. Вот такая деталька получилась. Теперь можно будет надувать воздухом вот сюда. Но в чем же весь прикол? У меня нашлись с ГТД-350 фланцы авиационные. И я теперь, как положено, могу все это дело соединить. То есть, видите, как две половинки вот так смыкаются. Ну, я сделал довольно-таки плотновато, там прокладка внутри имеется резиновая. И сейчас хомутом просто-напросто можно будет все стянуть. Все, можно надувать. Для этого я уже приготовил трубочку. Пока могу строить лишь догадки. У меня компрессор малой производительности, и я не могу правильно проверить. То есть, ну, вы видели, какое должно быть отверстие. Вообще, в этот воздушный стартер нужно подавать целых 400 литров в секунду. Мой же компрессор может только 200 литров в минуту. И то он старенький, и уже, наверное, и того не может. Но, тем не менее, если попытаться подать сюда давление и запитать сразу два соленоида, слышно, как открывается клапан. Сейчас я вам это, собственно, и продемонстрирую. Напругу подаю лабораторным блоком питания. Слышно, как работают соленоиды без воздуха. Сейчас подам воздух, и вы увидите разительную разницу в звуке. Клапан будет открываться с хлопком. Воздух подал. Оп. А если открыть побольше, то слышно, как увеличивается пропускная способность клапана. Открылся. Закрыл. Если запитывать только один соленоид, какой-нибудь из двух, открытие клапана не происходит. Честно говоря, на 100% я так и не разобрался, для чего их здесь два. Почему нельзя было, например, обойтись одним? Возможно, но это мое предположение, что один из соленоидов служит для закрытия экстренного. То есть, если у нас идет прерывание цепи питания за счет вот этого контакта, когда превышаются обороты, эти контакты
как раз таки размыкают один из соленоидов. Я думаю, тот, что попроще, вот этот, если разомкнуть, то экстренное выключение идет воздушного стартера. Но опять же, друзья, это не точно. Может быть, вы в комментариях напишите или дадите ссылочку на материалы по таким воздушным стартерам. Очень интересно почитать, но я долго искал, не смог найти. Ну а так, в принципе, немножко разобрался. Сейчас обратно все соберу, как было. И будем считать, что если что, я уже смогу его подключить и запитать огромный турбореактивный двигатель АИ-25. Именно для него и нужен этот воздушный стартер. Ну а у меня на этом все. Кому было очень интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!